Сейчас мод-сцена Майнкрафта сильна как никогда. Огромное количество новых разработчиков, много крутых модов в любой категории, невероятные оптимизационные моды практически для любой платформы. Количество активных проектов достигло значений, которых не было ни разу в истории игры, а цифры скачиваний практически любого маломальски адекватного проекта поражают. Но все это может остаться в прошлом, а точнее, уже осталось. Ведь все это о версии 1.20.1. Сегодня я постараюсь разобраться в причинах замедления мод-сцены, расскажу о еще большей опасности, которую несут новые шейдеры, и попробую предсказать варианты дальнейшего развития событий. Это должно было быть всего лишь частью нового выпуска лучших обновлений модов, но я скопытился на неделю и уже не успеваю доделать полноценный выпуск до майского отпуска. Так что весь оставшийся ролик вам придется наблюдать то, что я насумонил для фона, с редкими вкраплениями скринов. Однако это не повод не ставить лайк и не подписываться, ведь в моих роликах информация всегда на первом месте, и здесь ее будет огромное количество. Начнем разбираться по порядку. Откуда у 1.20.1 такой заряд популярности? Здесь, мне кажется, сошлось сразу несколько позитивных и негативных факторов. Для этой версии было создано невероятное количество инструментов, облегчающих разработку. Да, большинство этих проектов появилось гораздо раньше, как, например, тот же MC Creator, позволяющий создавать моды практически без кода, но невероятную популярность он обрел именно к данной версии. И сейчас на CurseForge около 6500 модов создано с его помощью только для 1.20.1. Не говоря уж о Sinitra коннекторе, который впервые полноценно заработал именно здесь и дал не только модпакерам делать сборки, не ограничиваясь одним загрузчиком, но и самим мододелам портировать моды с фабрик на Forge, не переписывая большую часть кода. На курсе более 5000 модов используют Forgified Fabric API для данных целей. Также библиотек и расширяемых по API модов для 1.20.1 вышло буквально вдвое больше, чем на любую другую версию игры. Правда, тут уже не ясно, повлияло ли это на популярность версии, или популярность версии повлияла на их количество. А вот что точно повлияло на замедление портирования модов на новые версии, это раскол команды разработчиков Forge. Вкратце напомню, что практически вся команда встала и ушла из-за многолетних разногласий с Лексом, создателем Forge. В целом для мод-сцены это событие позитивное, ведь NeoForge сразу занялся внедрением недостающих в экосистеме Forge инструментов, ускорением разработки и улучшением взаимодействия с мододелами. Прикиньте, можно написать удобную и понятную документацию, поддерживать ее в актуальном состоянии и еще и не слать в жопу пользователей, которые приходят к тебе с просьбами о помощи. Вот только разделение юридически требует переименования абсолютно всех пакетов загрузчика, что привело к необходимости обновлять код модов для перехода на NeoForge, начиная с 1.20.2. А сама молодость проекта заставила многих затаиться и ждать, что будет с новой командой, понять, серьезны ли их намерения и хватит ли им компетенций. Уже сейчас можно сказать, что компетенций хватило, но ребята же обещали двигаться быстрее, и они двигаются. NeoForge публично вышел даже на первоапрельский снапшот, а также вносится множество нововведений и изменений в старый код загрузчика, что добавляет тем больше работы, чем дольше мододелы бездействуют и не приступают к портированию. Так что раскол фактически заставил многих замереть, а новые проекты долгое время продолжали выбирать в качестве первой версии именно 1.20.1, ведь Майн хоть и двигался дальше, но на новых версиях была полная неопределенность с выбором инструментов. Сколько минут ролика там прошло? Подождите еще столько же, и я расскажу про новые ванильные шейдеры. А пока нам надо ощупать слоняру в комнате, который, мне кажется, повлиял на замедление мод-сцены больше всего. Дропы. Да, официально они начались с 2025 года, но на самом деле разработка по этой системе идет примерно с 1.20.5, где в минорной версии было и обновление контента игры, и масштабная техническая переделка, заключающаяся в переходе на 21-ю Java. Есть мнение, что такой режим разработки у Mojang еще аж с 1.19.3, правда тогда минорных версий одновременно с заметным контентом и техническими изменениями не наблюдалось. И вот представьте себя на месте разработчика контентного мода, которые всегда выходили на первый-второй фикс после крупного обновления игры, так как и инструменты к тому моменту подтягивались, и масштабную работу по портированию на обновленный код игры можно за это время было завершить. А тут вам студия выходит и говорит: после 1.21 мы хз, когда будут крупные обновления. У нас теперь дропы, которые и не мелкие фиксы, и при этом не то чтобы масштабные версии, зато часто и со значительными изменениями под капотом каждый раз. Когда это произошло, я часто успокаивал кричащих «все пропало» в комментариях под своими роликами и говорил, что Mojang будут совсем сумасшедшими, если крупных обнов больше не будет, и что, скорее всего, у них несколько команд, часть которых пилит дропы, а одна сконцентрирована на крупном обновлении. Это также было подтверждено в интервью с одним из разрабов, после чего я выдохнул и просто продолжил ждать, когда же представят 1.22, и появится надежда, что после 1.21.1 будет жизнь. Но вот, мы уже точно знаем, что дроп со счастливым гастом будет под номером 1.21.6. А
теперь еще и знаем, что ванильные шейдеры не будут в 1.21.6. И более того, будут размазаны на несколько дропов. Да, буквально недавно в блоге Майнкрафта появился пост о планах по внедрению Vibrant Visuals в Java. И там разработчики говорят о том, что придется переписать весь рендеринг игры, чтобы с одной стороны облегчить дальнейшее внедрение новых оптимизаций и фич, а с другой сделать ванильный майн быстрым даже на слабом железе, чтобы вы могли наслаждаться всеми графическими фичами игры. Кстати, мой перевод поста по ссылке под роликом. Также Dinnerbone создал неофициальный Discord-сервер, чтобы делиться информацией о ходе разработки с мододелами. Команда майна прекрасно понимает последствия их затеи. Командам загрузчиков и авторам модов в ближайшее время придется очень несладко, но Mojang пытается сделать хоть что-то, чтобы подготовить всех к изменениям. Вот только автор Iris Shaders уже заявил, что на этом он прекращает развитие мода, и максимум, что нас ждет в будущем, это другой мод, который позволит создавать шейдер-паки на базе возможностей, которые Mojang разрабатывает для ванилы. Чуете, чем пахнет? Попрощайтесь со всеми шейдерами, которые сейчас есть. Попрощайтесь с модами, расширяющими возможности ресурс-паков, типа Continuity, Seed Resume и Polyton. Попрощайтесь с Optifine, который разрабатывается путем переписывания кода рендеринга игры, и который изменится практически весь. В общем, мод-сцену ждут огромные потрясения даже в сегменте модов для ванилы, не говоря уж о глобальных. Но если отставить истерику и посмотреть на происходящее трезвым взглядом, то нас ждет следующее. Майн продолжит каждую версию наращивать контент и меняться под капотом, что в перспективе позволит работать чистой игре гораздо лучше, чем сейчас. Новые графические функции и шейдеры, внедренные на уровне движка игры, позволят модам быть более совместимыми, чем это было раньше с теми же сторонними шейдерами. Уже сейчас API рендеринга Fabric и Neoforge идут навстречу друг другу, чтобы дать мододелам сходный опыт и удобство. Возможности для ресурс-паков будут наращиваться силами самой Mojang, а не сторонних разрабов, так как выживут только самые мощные и ресурсные команды, которые могут себе позволить перелопачивать и тестировать код каждой новой версии. Я не уверен, что тот же Optifine прям умрет, но то, что его выход задержится на огромное количество времени, не сомневаюсь. API загрузчиков модов и библиотеки будут обновляться медленнее, иметь несовместимость с предыдущим кодом, и портирование всех модов будет еще медленнее, чем было раньше. Последней версией, пригодной для крупных модпаков, скорее всего станет 1.21.1. Уже сейчас почти все крупные проекты портированы на нее. Из известных мне остались, наверное, только Terraform, которая затеяла добавление контента вместе с выходом на новую версию, и Valkyrian Skies, которая тоже в разработке, а без нее на 1.21.1 не могут выйти масштабные аддоны для Create, типа Evrika Ships и Trackwork. Кстати, поделитесь в комментариях, каких крупных модов там еще нет. Только не упоминайте аддоны. Они часто либо запираются на одной версии игры, или просто портируются со значительным опозданием. Тут уж только ждать остается. В общем, поиграть на ваниле в первый месяц с Quality of Life модами будет практически нереально. Но зато сама ванила станет пригодной к игре и без модов на оптимизацию. Хотя с ними, конечно, всегда лучше. Версий, имеющих катастрофический отрыв по числу модов, типа 1.20.1 или 1.12.2, больше не будет. Может быть, подобной станет версия, в которой зарелизится Vibrant Visuals, но туда доберутся далеко не все. Ведь теперь долгосрочная поддержка и развитие модов доступна только мододелам с уровнем заметно выше среднего, что неуемно стараются исправить команды Neoforge, Fabric, Sinitra Connector и Architectory, не покладая рук, продолжающие работу над совершенствованием и унификацией инструментов. Короче, не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Просто иначе. А за материалы и помощь с данным выпуском хочу отдельно поблагодарить OneFoxy2 и F708. Они и другие участники нашего Discord-сервера активно следят за происходящим в сообществе мододелов и часто делятся новостями с остальными. Заглядывайте к нам, если вам такое интересно. Всех с грядущими праздниками и отлично вам отдохнуть. Увидимся в конце мая. Пока!